Независимо от того, как выглядит ребенок, он заслуживает любви и заботы. К сожалению, этого не произошло с мальчиком по имени Артем из этой истории. Реакция его родителей, когда они увидели его сразу после рождения, была душераздирающей. В конце концов, они бросили его, но годы спустя он неожиданно навестил их, и вы не поверите, что произошло дальше. В детстве у каждого из нас были свои мечты и ожидания. Павел и Кристина не были исключением. С самого начала их отношений они строили планы о будущем. Они мечтали о семье, о детях, которые будут вызывать восхищение у окружающих. Им хотелось, чтобы их сыновья и дочери унаследовали лучшие черты их внешности: голубые глаза Павла, пухлые губы Кристины, стройную фигуру, улыбку, которая могла бы покорять мир. Для них это казалось естественным, ведь сами они были молодыми, красивыми и привлекали внимание. Однако за привлекательностью скрывалась суровая реальность. Оба они выросли в небогатых семьях, где приходилось считать каждую копейку. После окончания школы денег на университет не было. Да и желания сидеть за учебниками у них не возникало. Их планы были куда проще и приземленнее: устроиться на работу, накопить немного средств и открыть небольшую точку с уличной едой. Им вовсе не нужны были дворцы или дорогие автомобили. Достаточно было уютной квартиры, стабильного заработка, пары детей и возможности раз в год ездить к морю. Когда обоим исполнилось чуть больше 20, они решили, что пришло время. Кристина работала помощником воспитателя в детском саду, а Павел устроился на мебельную фабрику. Свадьбу они сыграли скромную, но веселую. Родственники, друзья, танцы до утра. На душе было легко, ведь все казалось возможным. И вот вскоре Кристина забеременела. На 18-й неделе обследование показало, что у них будет мальчик. Павел сиял от счастья, крепко обнял жену и уверенно заявил: «Это будет мой наследник. Он будет похож на меня». Беременность протекала спокойно. Но однажды ранним утром у Кристины неожиданно отошли воды. Павел, перепуганный, вез ее по пустынным улицам города в больницу. Врачи быстро определили, что ребенок находится в неправильном положении. Решили делать экстренное кесарево сечение. Кристина держалась уверенно. Она была уверена, что врачи справятся, и даже улыбалась сквозь волнение. Но в ту ночь ее жизнь изменилась навсегда. Через 20 минут в операционной раздался крик новорожденного. Но вместо радости наступила гнетущая тишина. Взгляды врачей говорили сами за себя. Один из хирургов, не сдержавшись, бросил фразу, которая пронзила сердце Кристины. Она родила чудовище. У мальчика был сильный гипертрихоз, густые темные волосы покрывали все его тело, на спине у младенца заметили врожденный горб. Когда Кристине показали ребенка, она в ужасе отпрянула. «Нет, это не мой сын. Вы что-то сделали с ним. Заберите!» — закричала она. Павел отреагировал еще жестче. Он обвинял врачей, что они испортил ребенка, требовал объяснений, угрожал жалобами. «Это не может быть мой сын. Вы что-то скрываете!» — кричал он в коридоре. Врачи пытались объяснить, что существуют операции, которые могут облегчить жизнь мальчику, что он вполне способен вырасти и быть счастливым. Но Павел и Кристина не хотели слушать. Их мечты о совершенной семье рухнули. Вместо радости — страх, стыд, злость. Они ночами обсуждали, что скажут люди, как будут реагировать соседи, друзья, коллеги. Как можно показываться с таким ребенком? Что будет с их бизнес-планами, их образом жизни? Все рушилось. Артем часто болел, врачи прописывали дорогостоящее лечение, постоянные обследования. Усталость, отчаяние и чувство безысходности росли. И однажды они приняли страшное решение. В одну мрачную ночь они собрали вещи сына и отвезли его в детский дом.
Кристина, дрожа, поцеловала его в лоб и заплакала, а Павел даже не посмотрел на младенца. Он развернулся и ушел первым. Так мальчик лишился семьи. Артем рос в детском доме. Воспитатели старались дать ему тепло, но чужая забота никогда не заменит материнскую и отцовскую любовь. Он видел, как других детей усыновляют, а его снова и снова оставляют. В 7 лет он уже понимал, что его внешность отпугивает людей. Каждый раз, когда кто-то из друзей уезжал в новую семью, у него внутри что-то ломалось. И все же судьба подарила ему шанс. Когда ему исполнилось 9, в приют приехали Дмитрий и Анна, супруги из Казани. Им было за 40, детей у них не было, и, увидев Артема, они сразу почувствовали связь. «Он такой грустный», — сказала Анна. «Мы хотим подарить ему радость». Они забрали мальчика, дали ему дом, заботу, оплатили операцию по исправлению горба. От гипертрихоза вылечить его было невозможно, но они научили сына любить себя и не зависеть от чужого мнения. Годы шли. Артем вырос, окончил школу, поступил в медицинский университет, стал хирургом. Он работал много и честно, спасая жизни других. Однажды вечером в клинику доставили мужчину после аварии. Артем, надев халат, вошел в операционную и замер. На столе лежал мужчина, невероятно похожий на него самого, только старше. Черты лица, глаза, нос, словно зеркало. Операция длилась 5 часов, но закончилась успешно. Когда Артем вышел в коридор и встретил жену пациента, он был поражен еще больше. Женщина оказалась удивительно похожа на него, особенно ее глаза. Увидев Артема, она побледнела и заплакала. Это была Кристина. Она дрожащим голосом призналась: «Когда-то мы отказались от своего сына. Он родился с особенностями, и мы испугались. С тех пор мы несем этот крест. Возможно, он мог бы стать таким же врачом, как вы». Артем понял все. Его сердце колотилось, он едва держался, чтобы не выдать себя. Дома он рассказал приемным родителям и позже подтвердил в детском доме, что именно он был тем ребенком. Через 2 дня он снова пришел в больницу. Павел лежал в палате, Кристина сидела рядом. Артем подошел и сказал: «Вам нужно простить самих себя. Ваш сын простил вас». Он обнял их обоих. По его щеке скатилась слеза, но он быстро ее стер. Он решил не раскрывать правду. Пусть для них это останется тайной. Он не хотел возвращаться к старым ранам. Его жизнь была впереди. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Артема? Рассказали бы биологическим родителям правду? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.